Каузальное тело. Тело событий. Непосредственно связано с тканью потока событий в реальном потоке времени. Связано, с одной стороны, с непосредственным экшеном, с поступком, с конкретным действием, а с другой – плавным или бурным течением процессов, возникающих при взаимодействии многомерных объектов в тонком мире. На физическое тело проецируется весьма интересным образом, пронизывая его транзитом Вишудха-Манипура-Муладхара как проявление многомерных взаимодействий в разных слоях реальности, выходящих в непосредственную развертку внутри материи физического тела. Каузальный поток событий также отражается внутри нашей энергоструктуры в виде протяжности во времени и предполагает совершение непосредственных действий во внутреннем и внешнем мире. Причем часто внутренний человек осознанно или подсознательно совершает гораздо больший объем работы, чем то, что проявляется снаружи, тщательно подготавливая события. Именно поэтому многие сражения выигрываются заранее, до начала физического взаимодействия. Это тело прекрасно развито у бизнесменов, военачальников, а также людей, привыкших действовать, а не рассуждать, и доводить начатое действие до конца. Каузальная энергия имеет прямое отношение к физическому времени, за которое это событие происходит или готовится. Энергия каузального тела имеет прямое отношение к финансовой энергии или энергии денег. Отсюда объединяющая эти факторы фраза «время – деньги». Ситха руководителя или начальника – умение видеть людей и видеть, кому можно поручить выполнение дела или доверить деньги и выделить время и каузальную энергию для реализации дела. Бизнесмен, который не жалеет отдать хотя бы 10-ю часть прибыли на действительно необходимую благотворительность, помогает строить детские дома и обязательно контролирует, чтобы средства не были разворованы и были потрачены по назначению, в тонком мире резко поднимается вверх по частотам, входя в мир меценатов. Встречаются люди с большим каузальным полем. В их жизни постоянно имеют место приключения, путешествия, увлекательные встречи, яркие события, и все время что-то происходит. Некоторые обладают даром заваривать грандиозную каузальную кашу. Появился Гэндальф, и начались приключения. И есть люди с небольшим каузальным полем, когда жизнь размеренна и монотонна, подальше от крутых берегов, когда большим событием является поездка в командировку. Но есть большая разница между просто большим каузальным телом, когда в жизни человека имеется большое многообразие событий, интересных и не очень, и большим, хорошо управляемым каузальным телом, когда человек мастерски управляет потоком событий, следуя своему духу, и все идет гладко, случается вовремя, человек поднимает ногу, а под ней оказывается ступенька. Хотя иногда дух санкционирует мощные испытания с преодолением таких препятствий, когда победа дается лишь на пике напряжения всех тел, так нарабатывается личная сила. События имеют свой ритм, как в музыкальных произведениях. Это же касается и каузального поля разных городов. Бывает ускоренный ритм, темп жизни, как у людей в деловой Москве, где плотность событий иная и еще и такой насыщенности на единицу площади. И есть замедленный ритм деревни. И вновь это связано с потоками и циркуляцией финансовой энергии и плотностью ее распределения. Наличие разного темпа касается разных людей. Тренировать себя можно осознанно, работая с ускорением и замедлением темпа. Иногда важно не просто приходить вовремя по часам, а вовремя по степени готовности каузального действия, когда каузальный пирог действительно поспел. При этом можно обратить внимание на то, что тонкие тела пошли сами и сразу пойти следом. Но если в этот момент не пойти физически за ними, можно порвать тонкий слой и расстроить важное событие. Во время ускорения важно помнить пословицу древних воинов «спешите медленно». Внешне передвигаясь очень быстро, можно сохранять внутри себя глубинный покой, сохраняя силу. Как только суета проникает внутрь, идет совершенно неоправданный и ненужный расход силы, и обычно в спешке совершаются грубые ошибки, и поле рвется. Способность к внутреннему чутью есть у каждого человека. Поскольку он, как многомерный объект, протянут во времени вперед, его тонкие тела, как усики улитки, снабжены органами, ощущающими ситуацию наперед во времени. Правда, степень протяженности у людей разная, и разная внимательность к этим сигналам. Можно сканировать события, посылая волну как эхолот, и ловить сердечным центром ситуацию, отраженную из будущего. Можно, решая последовательно задачу за задачей, тренировать свое каузальное тело, давая ему все более мощную нагрузку.
Учитывая, что многие серьезные проекты ложатся тяжем весом на каузальное тело того, кто за них отвечает, важно брать на себя задачи, адекватные по тяжести. Некоторые чувствуют это не сердечным, а горловым центром, вишудхой. Для одного человека едва по силам будет командовать взводом, а другой спокойно выдержит нагрузку командования фронтом. Социум и большой бизнес – шикарный полигон для наработки владения каузальным телом. Бизнесмены с наметанным глазом обычно безошибочно вычисляют, можно ли с этим человеком организовать дело. Если потенциальный деловой партнер предлагает проект для получения крупной прибыли, они видят, тянет ли его вишудха на эту сумму. Если нет, человек попросту завалит это дело. Вспоминается знакомый бизнесмен, владелец киевского предприятия, решивший ровно в 3 раза укрупнить свой бизнес. Совершив это расширение, он потом долго пытался обращаться к врачам, которые не могли никак помочь вылечить его горло. Однако часто, если человек не сдается, вместе с тяжестью нагрузки появляется и сила для того, чтобы с ней справиться. Умение всегда и вовремя доводить начатые дела до конца – признак мастера каузального тела. Для проработки каузального тела важна не теория, а непосредственное прохождение ситуаций на практике. Кухонных философов будут ждать реальные испытания, в результате которых розовые и незрелые постулаты теории пойдут на мусор. Каузальное тело корректируется телом интеллекта. Пример – простраивание каузального события телом интеллекта, достижение желаемого результата. Все шаги, приведенные ниже, подходят для достижения реальных, а не притянутых за уши целей, и хотеть этого надо по-настоящему. Первое. Увидеть плоды события. Не тенденцию и не направление к цели, а четко знать, что вы должны получить на выходе. Придумывать не стоит, лучше выхватить тот вариант будущего, в котором это уже произошло. Однозначно позитивная формулировка задачи. Ни в коем случае не от чего вы должны уйти, от бедности, от болезней, от тягот и так далее, а к чему вы должны прийти, к здоровью, к богатству, к свободе. Второе. Осознавание и конкретная четкая визуализация и уточнение главнейшего для достижения вопроса, какими признаками вы узнаете, что результат уже достигнут. Найдя и осознав ответ на этот вопрос, вы совершаете магическое действие и попадаете в эту развилку будущего. Иногда именно этим действием сами ее создаете или выхватываете ее из спектра возможных вариантов, начинаете прокладывать путь к ней в тонком миле. Третье. Всегда стоит просчитать заранее возможные негативные последствия. Важно проверить, правильно ли вы поставили цель до начала ее реализации. Что можете потерять, когда результат будет достигнут, и что обретем, если не получим результат, не пойдя в этот вариант будущего. Четвертое. Самоотождествление. Формулировка «я есть тот, кто» подобно полному вживанию в роль выдающихся советских актеров по Станиславскому. Пятое. Ресурсы. Время, место. Если представить пункт А там, где вы находитесь до начала реализации результата, и пункт Б, где вы уже достигли цели, то вектор между ними потребует ресурсов. Итак, какие факторы и ресурсы необходимы для этого? Где, когда, с кем? Без помольта ракета не долетит до цели. Какие действия вам необходимо совершить? Что вам помогает в достижении результата? Что может мешать, отвлекать, тянуть назад и как убрать препятствия? Шестое. Творчество. Если не работает это, значит сработает что-то другое. Каким еще способом можно достичь этого? Седьмое. Just do it. Возьми и сделай. Что тебе мешает взять и достичь результата прямо сейчас? Вперед. Глаза боятся, а руки делают. Восьмое. Закон преодоления препятствий, которые делать лень или не хочется. Подобно прикрытию эфирным телом во время движения физического, работает механизм прикрытия тела событий телом ценностей, должна быть санкция высшего тела. А иногда в случае серьезных поворотов судьбы санкция высшего тела миссии. Поэтому важно осознавание вопросов, дающих мощнейшую мотивацию. Что очень ценного и важного в этом результате? Почему он так важен? Что вы получите, если достигнете результата? Чего вы лишитесь и что потеряете, если не достигнете? Если за ними открывается достижение реально значимых результатов, то мотивация и топливо для движения появляется. Для этого необходимо удерживать во внимании заветный результат и ставить его сверху над неинтересным ранее действием, связанным с движением к реализации. Ради достижения главной реальной цели сила выделяется изнутри сама, цель манит или притягивает. Томимые жаждой кони, почувствовав источник, несмотря на усталость, несутся к нему сами.
ЖД-состав не потянешь сразу, столько работы, что руки опускаются. Но вагоны можно перетащить поодиночке, или веник можно переломать по одной ветке, или армию неприятеля можно разбить ее, разделив на части. Тогда ресурсов хватит, и не надо будет надрываться. Не распыляться за двумя зайцами. Концентрация силы в направлении главного удара. Не параллельно, а последовательно, адекватное выделение, какой из зайцев важнее в данный момент времени. При намерении догнать зайцев при равной их важности, какой менее затратный в данный момент времени. Умение почувствовать момент наименьшего приложения силы. В книге В. Серкина «Хохот шамана» «А что, если бы мы пошли за грибами не сегодня, а завтра? Собрали бы гораздо меньше или вообще ничего не собрали?» Почувствуй ритмы и старайся все делать в соответствии с ними. Какие высшие силы заинтересованы в этом результате? Можно поставить их за собой, обретя поддержку свыше.